Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл своих передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта Сагынбаева Оразбакова написан пятитомный роман «Прозе Манас» на кыргызском языке. Затем я перевел эту свою книгу на русский язык, и оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может там приобрести мои книги. Кроме этого, я для школьников подготовил 2 рабочие тетради по изучению эпоса Манаса. О высоком качестве моего произведения говорит тот факт, что первый том моего романа опубликован в прошлом году во всемирной тюркоязычной антологии «Жемчужины тюркской литературы». В 1988 томе опубликован первый том моего романа в узбекском переводе. Книгу перевел на узбекский язык известный писатель-поэт Рахим Карим. И кроме этого, я в течение нескольких месяцев выступаю с видеороликами на кыргызском и русском языке, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки из своих романов. Надо сказать, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпосом Семетей и закончил первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Вот это все, что я вкратце хотел сказать о своем романе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. Посмотрев на девушек, не найдя среди них Аруке, изумленный Каныкей настороженно и пристально посмотрел на чернуху, хмуро стоявшую рядом с Алмамбетом. «Откуда взялась эта черная девушка?» – спросила она. «У нас никогда не было такой дурнушки». При ее словах девушки переглянулись. «В самом деле, откуда она пришла?» – стали задавать друг другу вопросами. «Где ходит наша Аруке? Куда она ушла?» «Знаете ее?» – спросил Саня Рабирал девушек. «Нет, не знаем», – громко расхохотались они. «Кто будет водиться с такой черномазой страхолюдинкой?» Поняв все, Каныкей подошла к Аруке и тихо сказала ей: «Не расстраивай такого умного, хорошего человека, как Алмамбет. С какой стати ты превратилась в чернуху? Немедленно прими свой прежний вид, соглашайся стать его женой». Аруке ничего не ответила. «Ты недооцениваешь Алмамбета», покачав головой, проговорила Каныкей. «Он знатный вельможа великого китайского народа и потомок знаменитых прославленных ханов. Если он тебе не нравится, пускай тебя возьмут в Манас, а меня Алмамбет». «Каким образом?» Наконец хмуро подала голос Аруке. «Сейчас девушки выйдут и станут в ряд. Мужчины отойдут в сторону, чтобы им завязали глаза. Затем они должны возвратиться и поймать девушку. Какая им достанется, на то и пускай они и женятся. Есть ли справедливость выше этого? Как вы считаете, друзья?» «Мы все согласны на это», — хором крикнули девушки. «Да будет так», — со смехом ответила Витязь. «Не только девушки, но и мы попробуем выбрать девушек». Витязи с завязанными глазами, ведомые Манасом, снова подошли к девушкам, молча стоявшим рядышком. Как будто они видели все, богатыри снова выбрали тех же девушек, которые достались им раньше. Поймав на этот раз Аруке, Алмамбет впал в отчаяние. «Что это такое?» — не меньше него огорчилась девушка.
Опять я угодила в лапы китайца. Вне себя от гнева, а руке зло посмотрела на Канакея. «Послушайте, сестра, — сказала она, — почему вновь и вновь не попадается Алмамбет? На всех других девушках женятся кыргызы, как будто проклятая. Как я выйду замуж за китайца?» Ее слова разозлили Канакея. «Не говори больше так, — резко проговорила она. — Разуй глаза пошире. Богатырь Алмамбет ничем не хуже других. Он, наверное, думает, что ты невежа. Не огорчай Алмамбета, считая его бродячим китайцем. Нет, ни за что на свете. Разве люди не скажут, что я до сих пор не признавала никого, в результате вышла замуж за бродягу из Китая. И с гордостью я никогда не выйду за него. Еще больше заупрямилась Аруке. Увидев ее решительный вид, Канакей снова вернулся к китайцу. Алмамбет, извиняющимся тоном, сказала она: «Не сердитесь на мою сестренку. Она преобразилась, показывается тебе на глаза чернухой. Действительно, у нее нет никаких недостатков. А руке сильно заблуждается, отвергает тебя. И если ты увидел ее красоту и обаяние, то был восхищен. Поэтому не обижайся, наберись терпения и оставь Аруке в покое. Лаской и мольбами приучи ее к себе. Ты увидишь, что она наша самая красивая и обаятельная девушка». «Разве эта уродка красивее вас?» – изумился Алмамбет. «Да», – с улыбкой ответила Канакей. «У нее есть способность изменять свою внешность. Сама она очень красивая девушка. Из-за того, что ты китаец, а руке не хочет выходить за тебя замуж, пусть он почувствует ко мне отвращение и сам уйдет», – решила она, – «и специально изуродовала себя, тем самым приводя тебя в отчаяние. Я уже 6 лет нахожусь с Аруке рядом. Она стала моей подругой в 11 лет. Я прекрасно знаю Аруке. Такая умная, обаятельная девушка редко приходит на этот свет. Тебе не стоит разочаровываться в ней. Не отвергай Аруке и бери ее в жену в виде чернухи». Согласившись, Алмамбет снова пришел к Аруке. Подойдя к ней, он увидел, что вся взлохмаченная, черноволосая девушка стоит с лицом чернее, чем сажа, и дряхлая, как старуха. Вдобавок к этому от нее нестерпимо воняло. Не выдержав ее дурного запаха, Алмамбет снова возвратился к Манасу. «Богатырь, — плаксиво сказал он, — я не возьму Аруке, даже если она сотворена из солнечных лучей. Если женюсь на ней только из-за того, что мой конь пришел первым на скачках, то никогда потом не избавлюсь от печали. Она пренебрегает мною». После этих слов Алмамбет и Аруке, не глядя друг на друга, отвернулись в разные стороны. Из-за них остальные юноши и девушки, проведя бессонную ночь, остались голодными. Манас мучай разозлился на Аруке, которая надоела всем своим упрямством. «Что это за издевательство такое?» – разгневанно произнес богатырь. «Почему Атимир смеется над нами? Его проделки изрядно достали меня. И если хан, собрав хитрецов, называет их детьми, колдунов женщинами, а всякий сброд своими детьми, этим что, он хочет обмануть меня? Обмануть нас? Я не потерплю такого оскорбления. Брошу всех этих девиц и поищу невесту в другом месте. Среди этих девушек я встретил Святошу, которая не понравилась моей жене. Да пусть они идут к чертям собачьим. Зачем они все мне нужны, если Алмамбет останется без невесты? Чем дочери таджиков лучше моих жен?» Узнав об этом, старейшины кыргызов пришли в неописуемое волнение.
Манас закусил удила, тревожно произнес Жак. Он очень разозлился на таджиков. Если Манас сейчас криком ударит барабан, армия полностью разгромит народ от эмира. Испугавшись гнева богатыря, таджики сразу приехали к Манасу. Почему вы кривляете, не ведете себя пристойно? Стали они бронить девушек. Услышав их, Арукия смутилась. Оказывается, я зря отказывался от Алмамбета, подумал он. Он с самого начала был ханом. Как я могу избежать брака, предначертанного Богом? Если такова судьба, необходимо покориться ей, выйти замуж за Алмамбета. Горестно покачав головой, Арукия прочитала молитву и снова приняла свой настоящий образ. От ее красоты люди пришли в полный восторг и умиление. После этого, посовещавшись, решив, что народ уже собрался, старейшины дали команду начать свадебный пир. Были обручены Манас, Каныкей, ее подружки и 40 витязей. Пир продолжался 40 дней. Были проведены различные игры, скачки, на которых присутствовали гости из окрестных 6 городов. После окончания пира Манас вместе с витязями, 43 невестками, возвратился домой. Глава 4. Как богатырю Манасу приехали его родственники к Ускаману. Когда Локи победил кыргызов, он отправил 17-летнего Жака в горы Алтая, его брата Абая в Алае, а 24-летнего Усона народ Дон, который жил в Жуше между Самани и Китаем. Там его жена родила сына по имени Кукчукос. После ее смерти Усон женился на местной девушке по имени Субай. Она родила ему 6 сыновей: Шагалдая, Арбалдая, Дурбалдою, Агалдая, Пигалдая и Туколдою. Взяв жену калмычку, потеряв свое имя, Усон, став Кускаманом, достигнув 73 лет, он превратился в настоящего калмака. В один из дней он услышал, что Манас, освободив Туркестан от китайцев и калмаков, прогнал их до Бежина. Обрадовавшись, что его ханство стало огромным, он стал мечтать поехать к нему. Посоветовавшись с сыновьями, пройдя горы Алтая, спустившись в Иле, Усон отправился к Манасу в Чуй. Не зная об этом, 33-летний богатырь из-за того, что вокруг не было боевых действий, распустил свои войска и вел мирную жизнь. В это время, в конце весны, между калмаками, казахами, кукчо возникла ссора. Появилась угроза большой войны. Кукчук понял, что может не одолеть врагов, поэтому обратился за помощью к Манасу. Чтобы решить, что делать дальше, Манас позвал на совещание витязей. Недолго спустя все они собрались в большой 12-крылой белой ставке хана. «Богатыри!» — обратился к витязям Манас, одетый в длинный красный халат, черные сапоги и белый колпак. «Сегодня утром я получил от Кукчо известие. Казахи не смогли договориться с калмаками и поссорились. Поняв, что в грядущей битве он не сможет победить, кузен просит у нас помощи. Как мы ответим на его просьбу? Стоит ли нам отправить на помощь казахам? Выскажите по этому вопросу свое мнение». Из-за чего возникла ссора? Вопросительно посмотрел на Манаса Бакай, сидевший справа от него. «Два народа не смогли поделить пастбище», — ответил богатырь. «Серьезная причина», — покачал головой Бакай. «Мы ведем кочевой образ жизни. Вся наша жизнедеятельность ведется с помощью животноводства. Если не будет достаточно пастбищ, пойдет скот. Вслед за ним сдохнет и народ. Понимая это, все народы испокон веков всегда сражаются за пастбище и воду. По вашему мнению, стоит ли нам помогать казахам? Или откажемся от этого и останемся дома? Надо немедленно отправиться в путь».
Вы считаете правильным, если за казаха погибнут десятки наших воинов, а еще больше будут ранены? Спросил Карлчал, поглаживая черную бороду. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.